Всем доброго времени суток. Приветствую вас на моем канале Дача 365. В этом ролике я бы вам хотел показать, как я сделал своими руками вот такой прекрасный дровник. Ну, некоторые еще называют дровяник, кому как больше нравится. Значит, для него я использовал профильную трубу. Вот здесь можно увидеть ее. 20 на 40, толщина стенки 2 миллиметра. Значит, сварил я на земле просто такие данные конструкции. Фото сюда вставлю, сейчас увидите их не полностью габаритные размеры. Вот. Дровник получился достаточно крепким. А, Фундамент я использовал обычные трубы 70 на 70 и длиной 800 миллиметров. Я их просто закопал и залил бетоном. Дальше я просто приварил данный дровник к основному забору. Вот в данных местах. Вот с той стороны то же самое. Вот. Сверху положил доску 25-ю. Почему я положил именно так, без зазора? Потому что не хотел, чтобы было видно сам профлист. Как-то, ну, с профлистом не особо красиво. А так, я думаю, вообще классно. Стеночки я сделал с поликарбоната. Толщина поликарбоната 10 миллиметров. Я его прикрутил к профильной трубе на кровельные саморезы 25 миллиметров. Вот. Специально сделал такую ширину, чтобы два ряда дров спокойно влазило. От соседей я специальную пленочку туда положил, чтобы и снег оттуда вот не мочил дрова. И все равно проветривание дров есть, они сохнут. В принципе, нормально. Значит, по количеству дров. Ну, сюда примерно у меня входит порядка 5, может быть, 6 кубов дров. То есть вот в эту часть и вот в эту часть. Вот это вот за 2 года я выработал. Топил печку, мангал, казан. В общем-то, дровник очень хороший получился. Вот, кто спросит, что вот это на земле, это не металл. Это я положил обычные бруски, ну как бы доска 50 на 100. Вот, я ее положил прям на каркас самой профильной трубы. Вот здесь идет каркас, и просто я на него таким образом положил. Получилось, мне кажется, достаточно хорошо, просто быстро я его, в принципе, сделал. М, Всем советую. Покажу еще дровник с этой стороны. Ну, выпуск я, кстати, здесь сделал где-то 100 миллиметров. Вот этот выпуск 100 миллиметров. А с этой стороны я навес сделал чуть побольше, чтобы снег сюда меньше падал и как бы меньше убирать его. Такую привез березовую чурочку. Купил себе, кстати, топор. Топор купил фирмы Fiskars. Вот. Это не реклама. Топор вообще классный. Зачем его купил? Многие спросят. У тебя же дрова уже колотые. Вот. Ну, иногда просто вот некоторые полежки не нужны такой вот толщины. То есть мне надо, чтобы они были прям поменьше. Вот. И я их просто беру и разрубливаю. Вот. Очень, кстати, удобно. Да, еще хотел сказать, что, кстати, соседи не ругаются, ничего. Если кто, может, скажет, что вот снег будет копиться, копиться, копиться и полностью сразу упадет на их вот любимую малину. Нет, на самом деле снег остается прям на крыше вот всю зиму, и потихоньку он тает. То есть большим валом он туда не сваливается. Возможно, еще ну, когда-нибудь, я думаю, хочу вот сделать вот эту вот сетку, полностью закрыть не пленкой, а может быть вот таким же поликарбонатом коричневым полностью закрыть.
Вот, потому что пленка все равно рвется. Да и от соседей будет более-менее красиво. Кстати, еще хотел сказать, при покупке дров, вот смотрите, что дрова могут нарезать разных размеров. Вот в данный момент у меня где-то 350 миллиметров сами дрова. Но я иногда заказываю от 250 до 300, чтобы в печку спокойно влазило, потому что у меня одна печка в бане стоит, а одна именно печь в доме. И в доме вот 350 не влазит. Также хотел поделиться вот такой вещью. Недавно приобрел. Очень удобная штука. Значит, это ну, не знаю, как она правильно называется, но я в ней переношу просто дрова. То есть есть так вот специальные ручки. Взял, поднял и понес в дом. Стоит порядка 300 рублей, но очень удобно. Некоторые раньше в старину корзины там использовали. А вот, видите, изобретение такое придумали люди. Все для людей, так скажем. Вот. Очень удобная штука. Она, кстати, сделана с брезента. Такая плотная ткань. Ручки деревянные, точно не сломаются. Вот. Здесь вот специально такие отверстия, все прошито. Достаточно все качественно. В общем, пользуюсь постоянно. Мне очень нравится.